Всем привет! Вы на канале Даша Техника. Сегодня я хочу вам рассказать очень грустную и поучительную историю о том, как завод ЗИЛ превратился в ЖК и станцию метро. И эта история началась, наверное, еще в 80-х годах. Конечно, на бумаге этот завод пытались спасти, но целенаправленно уничтожали его десятилетиями. Давайте смотреть. Бывший столичный АМО ЗИЛ несколько лет назад отмечал свое столетие. Однако славная, богатая яркими событиями история патриарха отечественного автомобилестроения не спасла его от полного экономического краха. Буквально 10 лет назад предприятие лишь в полушаге оставалось от пропасти, за которым оставалось лишь небытие. И тогда бывший флагман советского автопрома пытались спасти столичные власти. В судьбе АМО ЗИЛ, как в капле воды, отразился весь ужас разрушительных последствий либеральных экономических реформ, проводимых в России. Производственное объединение ЗИЛ, а в него входило 17 филиалов, некогда ежегодно выпускавшее по 200 тысяч машин, сегодня не существует. А ведь судьба предприятия, носившее имя знаменитого красного директора Лихачева, это не просто веха нашей истории. Это один из крупнейших промышленных гигантов СССР, который не только выпускал народохозяйственные грузовики и представительные лимузины, а также и велосипеды, популярные холодильники, микроволновые печи, первоклассные станки, армейские автомобили и спецтехнику для поиска и спасения космонавтов. Посмотрим на статистику. И за время своего существования предприятие изготовило 8 миллионов грузовых автомобилей и почти 40 тысяч автобусов, более 12 тысяч легковых автомобилей, 5,5 миллионов бытовых холодильников и более 3 миллионов велосипедов. На экспорт в 51 страну было поставлено свыше 630 тысяч автомобилей. Некогда самый передовой завод автомобильной отрасли в последние годы своего существования нес колоссальные убытки, а доля его продукции в автотранспортном комплексе страны катастрофически снижалась. Нынешний мэр Москвы, правительство которого держало контрольный пакет акций АМО ЗИЛ, Сергей Собянин прямо заявлял, что вину за столь бедственное положение несет управляющая компания, которая с 2003 года хозяйничала на заводе и доуправлялась до такой ситуации. Чтобы разобраться в происходящем, перенесемся на 22 года назад, в 2002 год. Именно тогда генеральным директором АМО ЗИЛ назначили Константина Лаптева, прежде работавшего в команде Руспромавто на посту исполнительного директора газа. Уже через год акционеры завода, рассчитывая на позитивные изменения, приняли решение о передаче функций единоличного исполнительного органа предприятию ЗАО «Московская автомобильная компания» МАК, которую тоже возглавил Лаптев. При этом единственным учредителем МАК являлся Центр инвестиционных проектов и программ ЦПП, принадлежавший предпринимателю Григорию Лучанскому, личному другу бывшего мэра Москвы Юрию Лужкову. ЦПП в основном занимался приобретением и продажей активов, а также антикризисным управлением. Лучанского хорошо знали в российских деловых кругах еще с начала 90-х годов. И ему принадлежит австрийская трейдинговая фирма Nordex, экспортировавшая нефтепродукты и металлы, а также акции машиностроительных и транспортных компаний. И обратите внимание, что австрийская фирма занималась экспортом из России ее природных ресурсов, и, естественно, она действовала исключительно в интересах простых россиян. Но некоторые из бизнес-проектов Лучанского оборачивались скандалами. Так было с вывозом меди для строительства в США памятника Христофору Колумбу, с поставками нефти на Украину, транспортировкой оружия на Ближний Восток в самолете, принадлежавшем Нортекс. Однако, несмотря на все подозрения, высказанные в его адрес в СМИ, правоохранительные органы претензий к Лучанскому не предъявляли. Столичные власти поручили МАКу провести реструктуризацию и финансовое оздоровление ЗИЛа, поиски средств на его развитие, вывод вредных производств за черту города, а на территории оставить только гибкие сборочные структуры. В августе 2005 года правительство Москвы утвердило разработанную Московской автокомпанией при участии Российской академии наук программу по реорганизации завода, целью которой было вывести заготовительное и механообрабатывающее производство за пределы Москвы, сконцентрировав прессовые, сварочные, окрасочные и основные автосборочные производства на головной площадке. Существенная часть программы посвящалась дальнейшему развитию отечественных конструкторских разработок и адаптации автомобилей к специфическим требованиям городских коммунальных хозяйств. МЧС, ФСБ, гаража особого назначения, Минобороны и других госструктур. Разработчики программы стремились одним выстрелом уложить двух зайцев: улучшить экологию промышленного юга Москвы за счет вывода наиболее грязных черновых производств за ее пределы, с одной стороны, и максимально загрузить периферийные предприятия, существенно улучшив финансово-экономические показатели ЗИЛа.
И с другой стороны, в то же время многие понимали, что главная площадка интересна в первую очередь как объект недвижимости, ведь рыночная стоимость земельных участков в столице предприятия превышала его стоимость мощности оборудования. И не случайно, что из структуры ЗИЛа вывели ряд непрофильных активов, а 32 гектара промышленной территории в Нагатинской пойме решили превратить в бизнес-парк – технопарк Нагатино Айленд для малого и среднего бизнеса. Реализацию проекта поручили компании «Московский бизнес-инкубатор» все того же Лучанского. Прежний мэр столицы прямо заявлял о том, что есть надежда превратить захламленный пустырь в новую зону для развития малого бизнеса нашего города. И на территории Нагатино Айленд планировалось расположить автостоянки, способные принять одновременно свыше 6 тысяч автомобилей и преимущественно иностранного производства, естественно. А для удобства посетителей и арендаторов на Замоскворецкой линии намечали открытие станции метро «Технопарк». Крыши зданий с выставочными павильонами и офисами рассчитывали оборудовать вертолетными площадками, а всего на территории технопарка предполагалось возвести 30 объектов. Это гостиницы, спортивные сооружения, выставочные и торговые центры, офисы и лаборатории для наукоемкого бизнеса. Согласно концепции реформирования у завода, которую предоставлял столичному правительству Лаптев, к 2008 году производственные площади предприятия должны были сократиться почти в 5 раз, а территория ЗИЛа уменьшиться с 320 до 60 гектар. На 100 гектарах предполагалось разместить различные юридические лица, а остальные 130 гектар, прилегающих к третьему транспортному кольцу, ЗИЛ намеревался продать Москве под коммерческое строительство, и у городских властей тогда уже имелись конкретные планы относительно высвобождающейся площади. Одной из причин реформирования территории гендиректор ЗИЛа называл убыточность производства и долги, образовавшиеся с 1992 года – 1,5 миллиарда рублей перед Минфином и около 3,9 миллиардов рублей перед налоговыми службами. На деле московская автокомпания провалила планы, связанные с реконструкцией завода, накопила долги, раздав лакомые куски заводской территории с корпусами, которые же сам ЗИЛ потом арендовал у новых собственников. Не оправдались надежды и на увеличение объема выпуска грузовиков. Возросло лишь изготовление запчастей и активно проводилась реорганизация заводских структур. Эпизодически внедрялись современные технологии. Например, в конце 2003 года в окрасочном цехе нового кузовного корпуса вошла в эксплуатацию линия грунтования кабин методом кетофореза. И теоретически ЗИЛ ждали поэтапной стадии развития, целью которых являлось преобразование к 2010 году консервативного автозавода в индустриальную хай-тек фирму. Управляющей компании справиться с возложенными на нее задачами не удалось. Выпуск грузовиков сократился с 13 тысяч в 2003 году до 2 тысяч в 2009 году. Существенную долю товарного выпуска составляла неосновная продукция, доход от которой не покрывал издержек по содержанию инфраструктуры. Росла задолженность по зарплате. Последний раз завод показывал прибыль в 2006 году, а экономическим кризисом 2008 года его положение резко ухудшилось. С февраля 2009 года предприятие работало в режиме 3-дневной рабочей недели и боролось с неплатежами и недопоставками комплектующих. В 2010 году падение продолжилось, причем убытки генерировало автопроизводство. Доходов, полученных предприятием за отчетный год от реализации имущественных объектов, аренды и прочего, оказалось недостаточно для покрытия убытков от производства и стабилизации финансово-экономического положения АМО ЗИЛ. И доходило до абсурда. Поддерживая потребительский спрос, холдинг продавал грузовики ниже себестоимости, а к концу 2010 года из-за отсутствия денежных средств и полной остановки Рязанского завода «Автоагрегат» РЗА, которая поставляла ведущие мосты, управляемые оси и обеспечивала по кооперации кузнечными заготовками головное предприятие, сборка автомобилей на АМО ЗИЛ прекратилась совсем. И как итог, в 2010 году и бизнес-план на программу реформирования АМО ЗИЛ не выполнил, а свою деятельность предприятие финансировало за счет заемных средств. Деньги от реализации имущества и тому подобного направлялись прежде всего на погашение накопившихся задолженностей, по налогам и сборам за энергоносители, на обслуживание полученных ранее кредитов и погашение долгов поставщикам. И в сравнении с 2009 в 2010 году ухудшились практически все финансово-экономические показатели. Падение производства составило 28%, и при этом накладные расходы, включая управленческие, остались на уровне 2009 года. Полученный в 2010 году маржинальный доход покрыл только 6% накладных расходов предприятия, против 50% в 2009 году. И в подобной ситуации ЗИЛу все сложнее было вести конкурентную борьбу на рынке.
За 2010 год доля предприятия в сегменте коммерческого транспорта снизилась до 1,7% против 2,7% в прошлом году. В 2010 году объем производства стал для холдинга критически низким, поскольку удалось выпустить всего 1269 грузовиков. Из них 10 ЗИЛ-157, 11 самосвалов ЗИЛ-ММЗ и 48 бункеровозов, 5 автобусов и 2 кабриолета для участия в парадных церемониях. При этом за декабрь-январь изготовили всего 20 машин при суточной норме в 26 грузовиков. Товарной продукции произвели на сумму около 2 миллиардов рублей, причем до 40% из этого объема приходится на электроэнергию, которую генерирует их собственная ТЭЦ, и она реализована была арендатором и Мосэнерго. По-прежнему доходы от реализации автомобилей, спецтехники и запасных частей составляли основную часть доходов АМОЗИЛ. Убыток от основной деятельности за отчетный год составил 2 миллиарда с лишним рублей. И неудивительно, что в 2010 году в арбитражный суд посыпались иски о признании банкротства ЗИЛа. Причем финансовые расправы над предприятием за долги одновременно требовали сразу несколько кредиторов, включая дочернее предприятие «Газпрома». Проблемы компании усугубляли невыполненные обязательства по контрактам. Задолженность по зарплате достигла 210 миллионов рублей при среднем жаловании в 14 тысяч рублей в месяц. Это втрое меньше, чем по всей Москве. А полузаброшенные цеха завода облюбовали киносъемочные группы, найдя в них удачные декорации для малобюджетных боевиков. Масштабные проблемы ЗИЛа обострились в 2011 году, когда замер главный конвейер и встал вопрос о существовании предприятия. И вот уже 28 февраля 2011 года акционеры выбрали новый наблюдательный совет. Внеочередное собрание длилось всего 21 минуту, что наводит на мысль, что решения были приняты заранее и оставалось только проголосовать. А в начале апреля на внеочередном общем собрании акционеров АМОЗИЛ практически единогласно принял решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации ЗАО «Автомобильная компания». И весной Лаптева отстранили от занимаемой должности, а реформированием устаревшего производства занялся новый менеджмент во главе с 36-летним генеральным директором АМОЗИЛ Игорем Захаровым, пришедшим из Ижавто. Контракт с новым руководителем, который не имел своей доли в уставном капитале компании и не владел акциями предприятия, заключили на 3 года. Кадровые решения Сергея Собянина свидетельствуют о том, что Москва не собиралась продавать принадлежавшие городу 64,7% акций ЗИЛа и менять профиль использования его территорий. Как пояснил на встрече с профсоюзами мэр, проблема заключалась в том, что руководство завода вместо того, чтобы организовывать эффективное производство, занималось отмыванием денег. И, по словам градоначальника, ежегодная зарплата прежнего директора ЗИЛа Лаптева составляла 250 миллионов рублей при зарплате его рабочего в 14 тысяч рублей в месяц. Руководство столицы посчитало, что АМОЗИЛ ни в коем случае не должен быть подвешенным в воздухе, а потому новый мэр принял решение сохранить предприятие, снять срочные долговые обязательства и остановить все процедуры банкротства, наделить завод оборотными средствами и запустить производство, а также активизировать процесс реализации концепции реформирования производства АМОЗИЛ, утвержденной постановлением правительства Москвы в декабре 2005 года. Первые результаты обнадеживали. Власти Москвы предотвратили банкротство завода, рассчитались по зарплате с работниками холдинга, начали выплачивать долги АМОЗИЛа кредиторам в размере 15 миллиардов рублей. Для возобновления производства столичное правительство выделило ЗИЛу около 3 миллиардов рублей. Летом 2011 года начались закупки необходимых материалов и комплектующих. В сентябре запущен главный конвейер, а в октябре предприятие вышло на 5-дневный график работы. До конца 2011 года завод планировал изготовить 2000 автомобилей, а в 2012 году эту цифру надеялись увеличить до 7500 единиц. Площадь головного предприятия, находившегося в Москве, составляла не менее 280 гектар. Здесь были расположены моторные, прессовые, арматурные, рессорно-пружинные, ремонтно-механические цеха, цех отходов металла и ряд механосборочных цехов. Помимо собственных инженерных и рабочих кадров, специалистов различного профиля для работы на ЗИЛе и других предприятий автомобильной отрасли готовили собственный политехнический колледж и Московский государственный индустриальный университет, он же МГИУ, который являлся базовым учебным заведением ЗИЛа. И именно этот университет я и закончила. А сейчас университет, как и ЗИЛ, прекратил свое существование. Внушительную силу представляли и дочерние компании, и на 2012 год их было 6. Первый – это Смоленский агрегатный завод СААС, и он выпускал коробки передач свыше 50 модификаций, раздаточные коробки, зубчатые передачи, гидроусилители рулевого управления, а также самосвалы, коммунальную технику,
топливозаправщики, автомаслозаправщики, прицепы, цистерны и битумовозы. Рославльский агрегатный завод РААС специализировался на изготовлении свыше 1600 наименований типов металлических изделий, крепежа различных классов прочности и широкого спектра узлов и агрегатов к автомобилям ЗИЛ. Кроме того, был налажен выпуск более 110 модификаций пневматических тормозных аппаратов для ЗИЛа, МАЗа, КАМАЗа, Урала, КРАЗа, ПАЗа и ГАЗа и других, а также прицепов и полуприцепов. Каширский литейный завод ОАО «Централит» занимался производством фасонных отливок из цветных и черных металлов, а также их сплавов для всестороннего применения, тормозных систем для вагонов метро и железной дороги, оснастки нестандартного оборудования и механообработкой. Рязанский завод автомобильных агрегатов РЗА выпускал ведущие задние и средние мосты, управляемые оси, карданные валы, горячие штамповки и паковки, запчасти и пластмассовые изделия. Пензенский завод «Автозапчасть» выпускал широкую номенклатуру рулевых тяг, поршней и поршневых комплектов вкладышей и шайб, тормозные колодки, кронштейны, рулевые валы и колонки. Петровский завод автозапчастей АМО-ЗИЛ ПЗА, что в Саратовской области, предлагал потребителям ведущие мосты, передние оси, ведомые задние оси, используемые при производстве прицепов и полуприцепов, специальное шасси для увеличения грузоподъемности автотранспортных средств, в частности эвакуаторов, амортизаторы подвески автомобилей ЗИЛ, а также амортизаторы подвески кабины и сиденья водителя. И уже в 2012 году площади головного завода были неэффективны с позиции финансовых затрат на энергию, тепло и воду. Однако с точки зрения транспортной логистики место очень перспективное. Рядом с территорией проходит малое кольцо железной дороги, которое тогда планировали и в итоге сделали пассажирским. Ныне это МЦК. Есть разветвленные пути на территории завода. Москва-река позволяла использовать речной транспорт. Автозаводская улица является частью третьего транспортного кольца. А помимо станции метро Автозаводская и Тульская, рядом с транспортным цехом появилась и новая станция метро «Технопарк». В рамках реформирования АМО-ЗИЛ предполагалось создание на части существующей территории площадью в 50 гектар высокотехнологичного гибкого автосборочного предприятия, отвечающего всем современным техническим и экологическим требованиям. Основным производственным направлением предприятия должны были стать штамповки, сварка, окраска и сборка, а для безубыточной работы ЗИЛ должен был ежегодно выпускать не менее 12 тысяч машин. В результате на реформированном заводе должны были оставаться прессово-сварочный корпус, механосборочный, автосборочные цеха, складские и вспомогательные помещения. На северной части было намечено разместить технопарк ЗИЛ для наиболее интересных инновационных проектов с последующим коммерческим осуществлением составляющей. С целью реструктуризации металлургического производства кузнечное производство перевели на РЗА вместе с химико-термической обработкой заготовок. Передислоцировались и литейные цеха на производственной площади Каширского литейного завода «Централит». В рамках оптимизации бизнеса столичные власти продали оставшуюся долю на заводе Рено Автофрамос и предприятие АМО-Плант в латвийской Елгаве, организованное в 2005 году по распоряжению Юрия Лужкова с целью продвижения ЗИЛов на восточноевропейском рынке. Московскому правительству принадлежало более 92% этого предприятия, а в 2010 году оно начало сборку по лицензии голландских городских автобусов ВДЛ, а также собирает тракторы «Беларус». В 2012 году менеджеры АМО-ЗИЛ вели поиски зарубежных партнеров для организации контрактного производства автомобилей и компонентов с возможной сдачей в аренду производственного комплекса. Среди производителей, с которыми шла речь в данном направлении, можно упомянуть Синотрак, Tata Motors, Fiat DAF, Renault, MAN, Volvo, Scania и Daimler. По словам Сергея Собянина, на ЗИЛе искали стратегического инвестора, причем изготовление автомобилей только один из вариантов. Это может быть и другое производство, например, эскалаторов. На ЗИЛе тогда рассчитывали, что в недалекой перспективе будет организовано сборочное предприятие с объемом выпусков 500 машин в год. Кроме того, холдинг сможет выпускать по лицензии крупного производителя современные автобусы или изготавливать вагоны для метрополитена по немецким технологиям или развивать ряд других проектов. И это могло бы позволить сохранить бренд ЗИЛ, наполнив завод другим содержанием, сделать из него по-настоящему высокотехнологичное предприятие.
Но результат этих трудов налицо. О заводе сейчас напоминает только станция столичного метро, дворец культуры, жилой комплекс и здание проходной в увядающем состоянии. Я бы назвала этот процесс украинизацией промышленности. И результат такой деятельности мы сможем сейчас наблюдать у наших соседей прямо в настоящем режиме онлайн. Думаю, в случае сохранения ЗИЛа или же его действительно грамотной реформации продукции, завод бы пригодился бы в текущей или последующих СВО. Ну и в конце мне еще хочется сказать, что помимо тех причин, которые я озвучила, также является причина банкротства и чисто экономическая, так как в конце 90-х наши рынки стали открытыми для зарубежных марок. И в нашу страну наводнили, причем поддержанные автомобили, западные и японские, и они просто вытеснили ЗИЛки с рынка. Это как одна из основных причин. Так что, надеюсь, это видео вам понравилось, и вы почерпнете что-нибудь интересное, новенькое для себя в этом видео. До новых встреч. Пока-пока.